Всех приветствую на моем канале. Меня зовут Лена. Сегодня хочу вам показать вот такой вот кардиганчик, связанный для мальчика. Он идет на возраст примерно 2 года. Размер 92-98 сантиметров. То есть носить его можно вплоть до 3 лет. Вязать я буду вот из этих ниток Alize Lana Gold. Здесь 240 метров на 100 грамм, состав 50 на 50, шерсть акрил, а цвет 386. Также вам понадобится спицы 4,5 на резинку и номер 5 на основное полотно. По размерам у меня получилась ширина 29 сантиметров, длина 38-39 сантиметров. Рукав до проймы у меня составляет 27 сантиметров. Вязать мы будем одним полотном начинать. Спицами 4,5 мы набираем, вяжем резиночку, затем меняем спицы на номер 5, вывязываем косы, вяжем до проймы, потом уже делим полотно на несколько частей, то есть на 2 полочки и спинку. При этом, когда мы начинаем разделять, мы также начинаем и убавлять горловину. То есть она у меня чуть-чуть расходится, чтобы получился вот такой вот замечательный воротничок шалька. Затем, когда мы свяжем полотно, мы закрываем его крючком. То есть вот такое закрытие крючком будет. Затем по кругу мы набираем нужное количество петелек для рукава и вяжем вот такой вот замечательный рукавчик. Спинка у меня выглядит вот таким вот образом, с 2 симметричными ромбиками и с 3 вот такими центральными полосочками с вытянутыми петельками. Сам рисунок я сейчас вам покажу. То есть вот сам рисунок. Раппорт у меня состоит из 22 рядов. И вот его все обозначения. Если кому-то интересно, может сделать себе скриншот и связать какое-либо другое изделие с этим рисуночком. Здесь идет ромбик, а потом в нем начинается такая вот небольшая маленькая косичка. Очень интересный узор, я считаю, получился. Затем, после того, как мы свяжем рукава, кстати, рукава я закрыла обычным способом, что получилось тоже очень аккуратненько, смотрится достаточно симпатично. Мы приступаем к вывязыванию планки. Планка у меня, это, наверное, самое сложное, что есть в этой вещи, она у меня идет цельновязанная. То есть мы набираем по кругу, затем, когда мы провяжем первый ряд, мы начинаем вязать поворотные ряды. То есть вы заметили, что сама ширина планка и основная, вот здесь ширина, она намного больше. По-моему, сейчас скажу вам, насколько. На 20 рядов она больше, потому что у меня 10 поворотных петелек было здесь и 10 поворотных петелек здесь. Все я очень подробно это буду показывать, рассказывать, останавливаться в каждом ряду, отмечать маркерами, что и где и как мы поворачиваем, так же, как и здесь вот с убавочками. Я буду подробно объяснять, в каком ряду и где мы поворачиваем, какую петельку убавляем. Я думаю, мастер-класс получился очень доступным и понятным даже для новичков. Поэтому, если вам понравился этот кардиганчик, присоединяйтесь ко мне и вяжите вместе со мной.
Всем большое спасибо за внимание. Всем пока. На спице 4,5 мы набираем 108 петелек. Набираем сразу на 2 спицы, чуть-чуть потуже их затягиваем. Из них у нас пойдут 26 по 26 петелек на полочку. Из них уже одна будет кромочная. И на спинку 56 петелек. Таким образом мы набираем. Вытягиваем одну спицу и теперь вяжем резинку 1 на 1. Лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная. Вяжем мы поворотными рядами. Свяжем 11 рядов. Это вот первый ряд. Затем мы перейдем на спицы номер 5 и будем вывязывать основной рисунок для кардиганчика. У нас провязано 11 рядов резиночки. Приступаем к вывязыванию самого рисунка. Кромочную снимаем. Далее 3 изнаночных. 1, 2, 3. Далее, смотрите, у меня будет вытянутая лицевая. Уже в первом ряду я не провязываю ее, а вот смотрите, в лицевую на ряд ниже я втыкаю и подхватываю ниточку. Это будет лицевая вытянутая. Дальше 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее из 3 петелек мы получаем 6. То есть в каждую я прибавляю в изнаночную 1, затем в лицевую 2 и снова в изнаночную 3. Мы получили 6 петелек. Далее 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ряд закончился. Так, теперь снова лицевая вытянутая. Мы втыкаем на один ряд ниже и провязываем лицевую. Далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас закончилась сама полочка. Сейчас начинается спинка. Маркер. Начинаем вязать спинку. Идет сначала 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Далее лицевая у нас вытянутая, но у нас здесь изнаночная. Ничего страшного. Также втыкаем спицу на ряд ниже и провязываем изнаночную вытянутую. Далее 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее у нас идет 3 лицевых, нужно прибавить в каждую петельку еще по одной. То есть нам надо получить 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Далее 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
И снова вытянутая лицевая. На ряд ниже и провязываем лицевую. Далее 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Одна вытянутая лицевая. Провязываем в изнаночную. Снова 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Вытянутая лицевая. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А теперь смотрите. Вот по центру у меня как бы получилась не то что лишняя петелька, а мне теперь не надо одну петельку добавлять сюда. То есть нам из 4 петелек нужно получить 6. Теперь я провязываю в каждую вторую. 1, прибавили петлю, 2, 3, просто провязали 4 и снова 5, 6. 6 лицевых. Теперь 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова вытянутая лицевая. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И на спицах у нас должно остаться 26 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 26 петель. У нас закончилась спинка. И теперь вяжем полочку в зеркальном отражении вот этой. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Вытянутая лицевая. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее из 3 петелек получаем 6. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Снова 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вытянутая лицевая у нас идет в изнаночную. И заканчивается у нас 3 изнаночными и кромочной. Второй ряд у нас вяжется по рисунку. То есть где изнаночные, там лицевые, где лицевые, там изнаночные. Вытянутые петли мы провязываем изнаночной и встречаемся затем в третьем ряду. Третий ряд. Начинаем мы вязать по рисунку. 1, 2, 3. Вытянутая лицевая у нас также входит на ряд ниже и провязывается. Снова 6 изнаночных. Один, два, три. Теперь нам нужно сделать перекрест 3 на 3. 3 петельки снимаем на дополнительную спицу, 3 петельки провязываем и снова одеваем. То есть на спине у нас таких будет 2 ромба, и по ромбику на, получается, на полочках и вытянутая лицевая. Все, также перекрест делаем со всеми ромбиками. То есть 3 петельки снимаем перед работой. Сейчас я еще вам раз покажу. И третий ряд будем довязывать самостоятельно.
мы 3 петельки сняли. И с дополнительной спицы. 1, 2, 3. Все. Вытянутые петли мы вяжем просто на ряд ниже и довязываем 4-й ряд по рисунку. 5-й ряд. Кромочную снимаем, вяжем 3 изнаночных, снова вытянутые, то есть на ряд ниже мы продеваем петельку. Теперь 5 изнаночных, одну петельку снимаем за работу, вяжем 3 лицевых, провязываем изнаночную. Теперь 3 лицевых перед работой, провязываем изнаночную и 3 лицевых с дополнительной спицы. Пять изнаночных, вытянутая лицевая. Так, давайте еще раз еще один ромбик я с вами провяжу. То есть все ромбики, они у нас вяжутся идентично. То есть не довязываем сейчас до ромбика одну изнаночную, снимаем ее за работу, провязываем 3 лицевых, одеваем и провязываем изнаночную. Теперь 3 лицевых перед работой, изнаночная и 3 лицевых. То есть у нас ромбик как бы начинает сейчас разъезжаться в разные стороны. Потом мы будем съезжаться. Вяжем самостоятельно до конца 5-й ряд, 6-й ряд, 7-й ряд. Кромочную снимаем, 3 изнаночных, вытянутая лицевая. Снова не довязываем до ромбика. То есть 1, 2, 3, 4, 4 изнаночных, 5-ю снимаем, 3 лицевых и изнаночная с дополнительной спицы. 2 изнаночных, три петельки перед работой, провязываем изнаночную и 3 петельки дополнительной спицы тоже теперь провязываем. 2, 3. Идентично вяжутся и эти косички, косички, следующие ромбики. Седьмой ряд довязываем, 8-й и 9-й ряд. Кромочная, 3 петельки изнаночных, вытянутая лицевая, 3 петельки изнаночных, затем снимаем одну за работу, 3 петельки лицевых, теперь провязываем изнаночную с дополнительной спицы, и теперь смотрите, вот эти центральные 4 изнаночных я меняю на лицевые. 1, 2, 3, 4. Теперь 3 лицевые снимаю, изнаночная и 3 лицевых с дополнительной спицы. Также вяжем и остальные ромбики, и не забывайте поменять их, вот эти центральные изнаночные, на лицевые петли. 11 ряд от резинки.
петельку снимаем, вытянутая лицевая, 2 изнаночных, 1 изнаночную за работу, 3 лицевых, провязываем изнаночную с дополнительной спицы. Теперь мы сделаем еще перекрест вот этих 4 петелек. 2 петельки, извините, изнаночную мы еще одну провязываем. Вот мы дошли до лицевых, 2 петельки снимаем перед работой, 2 петельки вяжем лицевой и теперь провязываем со вспомогательной спицы. Далее изнаночная и 3 петельки снимаем перед работой, изнаночная, 3 лицевые, две изнаночные и вытянутая лицевая. Сейчас еще раз покажу на следующем ромбике, который находится на спинке. После вытянутой лицевой я провязала 2 изнаночных. Следующую изнаночную снимаю за работу, провязываю 3 лицевые, одеваю изнаночную обратно, провязываю изнаночный, еще следующая изнаночная. Теперь делаем перекрест. 2 петельки снимаем перед работой, 2 провязываем лицевыми и 2 петельки вспомогательные, изнаночная, 3 петельки снимаем перед работой, вяжем изнаночную и 3 лицевые. 11 ряд довязываем, 12 ряд и 13 ряд. Вытянутая лицевая, изнаночная, изнаночную за работу, 3 лицевые, возвращаем изнаночную, провязываем, далее 2 изнаночные, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, 3 петельки снимаем, провязываем 1 изнаночную и 3 лицевые с дополнительной спицы. Изнаночная и вытянутая петелька. Далее ромбики вяжутся идентично. Встречаемся потом в 15 ряду. 15 ряд. Как всегда, начинается с 3 изнаночных, вытянутая петля. А теперь наш ромбик будет сходиться. 3 лицевые снимаем перед работой, провязываем изнаночную, 3 петельки со спицы дополнительной, 2 изнаночных, и снова у нас будет перекрест вот этой косички. 2 петельки снимаем перед работой, 2 петельки мы провязываем, 2 петельки с дополнительной спицы. Далее 2 изнаночных. Теперь следующая изнаночная за работу, 3 лицевых, 2, 3 и изнаночная с дополнительной спицы. Еще одна изнаночная и вытянутая лицевая. Последующие ромбики вяжутся идентично. 17 ряд. 3 изнаночных,
вытянутая лицевая, 2 изнаночных. Далее 3 лицевых перед работой, провязываем 1 изнаночную, 3 петельки с дополнительной спицы, 1 изнаночная, 4 лицевых, 1 изнаночная, петельку изнаночную за работу, провязываем 3 лицевых и изнаночная. Довязываем 2 изнаночные и вытянутая лицевая. Вот такой вот у нас уже ромбик получается. 19 ряд. 3 изнаночных, вытянутая лицевая, 3 изнаночных, 3 петельки снимаем перед работой, изнаночную провязываем и 3 петельки с дополнительной спицы. Далее, внимание, все лицевые меняем на изнаночные, то есть 1, 2, 3, 4. 4 изнаночных. Теперь лицевую за работу, изнаночную за работу 1, 3 лицевых провязываем и изнаночную, 3 изнаночных, вытянутая лицевая. Довязываем так остальные ромбики. 21 ряд. Снимаем ромочную, 3 изнаночных, вытянутая лицевая, 4 изнаночных, 3, 4, 3 лицевые перед работой снимаем, провязываем 1 изнаночную и теперь снятые петли 1, 2 и 3. 2 изнаночных, снимаем изнаночную за работу, 3 лицевых, 2, 3 и провязываем снятую петельку изнаночной петлей. 1, 2, 3, 4, 4 изнаночных. Извиняюсь. И остались у нас вытянутая лицевая. Довязываем 21 ряд, вяжем 22 и встречаемся в последнем ряду. Это будет 23 ряд. Всего у меня раппорт рисунка получается 22 ряда, но за счет того, что у нас были первые 2 рядочка установочных, у нас как бы рисунок чуть-чуть отстает. У нас последний ряд узора. Получается, от резиночки у меня 23 ряд идет. А по рисунку это, если по раппорту судить, это 21. Вытянутая лицевая. Довязали до ромбика. 3 петельки снимаем перед работой. Вяжем изнаночную петельку. 1, 2, 3. Затем изнаночную за работу, 3 лицевых и провязываем снятую петельку изнаночной и довязываем 2, 3, 4, 5. Все, на этом раппорт узора закончен. То есть снова у нас начинается раппорт вот с этого перекрещивания 6 петель.
3 петельки идут налево. То есть перед работой мы их снимаем, провязываем 3 лицевые с основной спицы, потом провязываем снятые петельки также лицевыми. Это будет начало, если вы запутались, начало начинается с 3-го ряда от резиночки. И так мы вяжем до пройм. Затем будем делить полотно на полочки, спинку и будем уже их вязать отдельно. Я провязала 56 рядочков. Теперь мы будем делить полотно на спинку и полочки. И сразу в первом же ряду я буду делать вырез под горловину. То есть смотрите, как я ее делаю. Петельку я вот эту вот кромочную сниму. И так вот одену. Далее в проймах мы будем убирать по 2 петельки. То есть петелька будет уходить со спинки, петелька с полочки. Вяжем по рисунку. Продолжаем. То есть я после вот вытянутой лицевой провязала 1, 2, 3, 4. У нас же по 5 лицевых изнаночных уходит на спинку и на полочку. И также изнаночными, сильно не затягивая, я закрываю 2 петельки. Здесь теперь осталось 4 петельки и тут 4 изнаночных. Мы довязали до конца спинки. Вот они, наши 4 изнаночных. И закрываем 2 изнаночных. То есть петельку со спинки и петельку с полочки. И на полочке тоже осталось 4 изнаночных. То есть получится 1 кромочная и 3 изнаночных. Довязываем до конца полочки. Вот мы не довязали 2 петельки, и я их провязываю вместе лицевой за переднюю стенку. То есть убавка у нас будет каждые 2 ряда. То есть как мы вот здесь будем, сейчас мы будем вязать, получается, с вами левую полочку продолжать. В конце 13 ряда у нас получается убавка вытянутой лицевой. Я ее переворачиваю. И чтобы вот передняя стенка была вот так вот выглядела. И провязываю также лицевой за переднюю стеночку. Посмотрите, в 21 ряду я сделала убавочку, и у нас прям ромбик подошел к самому вот краешку. Вяжем 22 ряд. А в 23 вот что сторона ближе к пройме, мы продолжаем вязать узор. Здесь мы уже ничего не делаем. То есть она у нас будет оставаться теперь на месте. То есть мы сейчас просто 23 ряд довязываем, ничего не перекрещивая. Вяжем 24 и довязываем 25. Мы предпоследнюю петельку переворачиваем и провязываем вместе с кромочной за переднюю стенку. Разворачиваем вязание, вяжем 26, в 27 без убавок. То есть мы вот это вот трогать вообще не будем, перекрещивать.
29 я уберу еще одну петельку. То есть вот 27. Если я вот эту вот также вяжу с наклоном влево, здесь я ничего не вяжу. Просто довязываю до конца. В 29 ряду мы не забываем маленькую косичку менять на изнаночные петельки. И делаем еще одну убавочку. Двадцать 29 ряд. 30 вяжем. 31 также косичку, линию возле проймы продолжаем скрещивать, перекрещивать. Здесь просто довязываем до конца. Тридцать второй вяжем. 33 довязали до косички. Последнее скрещивание здесь. То есть мы получили здесь 6 изнаночных: 1, 2, 3, 4, 5, 6. И довязываем до конца. И последние петельки убавляем, переворачиваем вот так вот лицевую и делаем убавку. Вяжем 34. 35 ряд левой полочки. Смотрите, у нас должно быть перекрещивание 3 на 3. У нас нет 3 лицевых, поэтому 3 лицевые я провязываю без каких-либо изменений. Вяжем 36 ряд. В 37 делаем убавление. В 37 ряду я продолжаю делать наклон, получается, направо. Снимаю изнаночную за заднюю стенку, провязываю 3 лицевые, изнаночные, и так как у нас 37 ряд, мы делаем еще одну убавочку. Далее вяжем 38. В 39 у нас будут убавления. Я сейчас покажу этот ряд. Итак, последний, точнее предпоследний, 39 ряд. Довязываем до ромбика. Смотрите, изнаночную назад. 2 лицевых мы провязываем за переднюю стенку. Чика лишняя. Далее лицевая. То есть мы получили из 3 петелек 2. Далее изнаночная. И мы еще раз, то есть получается подряд, делаем убавочку вот здесь вот. То есть у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 петелек. Довязываем 40-й ряд. Когда мы его довяжем, мы отрезаем ниточку сантиметров 60-70 побольше, потому что мы будем соединять спинки и полочки крючком. Мы связали с вами полочку левую. Теперь мы будем переходить к спинке. Смотрите, вот она у меня спинка. Я переворачиваю деталь. Вязать мы будем уже с изнаночной стороны, потому что лицевую мы уже с вами провязали. И это будет уже, получается, 2-й ряд от проймы.
И посмотрите, что я буду делать. Я вот эту первую закрытую петельку, вот она у меня, лицевая с изнанки, вот так вот дополнительной ниточкой провязываю. Разворачиваю вязание и провязываю вместе вот со следующей петелькой за заднюю стенку. Все, ниточка подтянулась, и мы вяжем второй ряд от проймы до конца спинки. То есть у спинки получается у нас теперь первый это кромочная, потом идет 3 изнаночных. И здесь тоже она должна заканчиваться 3 изнаночными и кромочной. Здесь мы никаких убавок вообще делать не будем. Мы сделаем убавочки с вами только в предпоследнем, в 39 ряду. И все. Просто вяжем пока спинку вверх по рисунку. 39 ряд. Я дошла до ромбика. Вяжем по рисунку. И смотрите, вот в лицевых вот эти первые 2 петельки я провязываю за переднюю стенку, потом затем лицевая, то есть я из 3 петелек получила 2 и изнаночная. Вяжем изнаночную. Далее 3 петельки мы снимаем, вяжем изнаночную, лицевая и 2 лицевых за заднюю стенку мы провязываем вместе. Довязываем до следующего ромбика, я вам еще раз покажу. Мы дошли до следующего ромбика, снимаем изнаночную, 2 петельки лицевых вместе за переднюю стенку, лицевая, изнаночная, 2 изнаночных, 3 лицевых снимаем, изнаночная, затем лицевая и 2 лицевых за заднюю стенку. И довязываем 39, затем 40 и обрезаем ниточку сантиметров 60. У нас осталась одна правая полочка. Смотрите, мы здесь поступаем таким же образом, как и со спинкой. То есть вот первая закрытая петелька, я в нее поддеваю петельку, одеваю и провязываю за заднюю стенку. То есть я соединила место стыка спинки и полочки. Как мы уже помним, это уже у нас идет второй ряд. Мы его довязываем. Третий ряд вяжем без изменения, а дальше все убавления пойдут в зеркальном отражении с левой полочкой, с чуть-чуть небольшим отличием. Я вам его покажу. Теперь я покажу, в чем состоит отличие. Вот смотрите, я довязываю 4-й ряд, последнюю кромочную я не провязываю, одеваю не провязанной, я ее снимаю и петельку одеваю. И все. То есть также каждый 4-й ряд мы убавляем вот здесь по одной петельке. Вяжем. Думаю, здесь пока сложностей у вас никаких не возникнет. Я потом ближе уже
концу покажу вам, какие петельки, где мы будем убавлять. 23 ряд. Смотрите, мы уже вплотную подошли к ромбичной петле, поэтому, естественно, мы ромбик никуда не перекрещиваем, просто вяжем, что вот в середине, без изменений, все по рисунку. А вот сторона ромбика, что ближе к проме, также мы делаем перекрещивание. В 25 ряду мы делаем убавку. С этой стороны мы ничего убавлять дополнительно не будем. То есть каждый раз мы будем убирать по лицевой петельке, получается в 29 и в 33 ряду. Здесь также, ну, делаем все пока симметрично левой полочки. Смотрите, 35 ряд. У нас должно быть перекрещивание здесь, получаться 3 на 3. Но нам не с чем скрещивать, поэтому мы ее просто оставляем на месте, вот эту линию из 3 косичек, и провязываем. В 37 у нас сейчас будет убавляться еще одна петелька со стороны горловины. В 37 ряд убавляем, делаем убавку. И теперь вяжем по рисунку, снимаем перед работой, изнаночная, и в другую сторону. Довязываем 37, вяжем 38. И не забывайте, что в 39 у нас будет еще одна убавка подряд. В 39 ряд мы делаем еще одну убавочку. Эта убавка компенсирует нам вот эту убавочку. Одну мы же в 2 косичках здесь убавляли на спинке. Вот. Дальше вяжем, доходим до 3 лицевых. Изнаночная. И теперь мы в 3 лицевых сделаем убавочку за заднюю стенку 2 лицевых. Все, получили 2 лицевые. Довязываем ряд, потом вяжем 40-й ряд. И ниточку нам уже отрезать большую не надо, потому что я ее уже отрезала вот с этой стороны, со спинки. Теперь мы будем соединять полочку крючком. Для этого я вот начну с правой полочки. Для этого я переснимаю все на спицу, на другую. Разворачиваем изнанкой. И крючком 4,5 я буду соединять первую петельку. Я протаскиваю и снимаю. Теперь я подсыпаю так, как она у меня располагается. Если за переднюю стенку, я подсыпаю за переднюю. Снимаю. Сняла. Как только соединила,
я петельки снимаю. Чуть-чуть подтягиваем. То есть мы сначала подсыпаем петельку, что ближе к нам, затем петельку дальнюю. Снимаем. Так соединяем до конца. Петелька, что ближняя, петелька, что дальняя. Подсыпаем. Обе снимаем. Вот такая вот косичка у нас должна получаться. Вот так у нас должно получиться. Петельки все совпали. И кромочная у меня совпадает с первой петелькой вот этого ромбика. Таким же образом мы и соединяем другую полочку со спинкой. Вот что у нас должно в итоге получаться. Затем мы будем с вами вязать рукава. Я сняла воротник на дополнительную спицу. И теперь мы будем набирать по краю проймы рукав. На спице номер 5 я буду набирать 52 петельки. Каким способом я буду это делать? Вот наши 2 петельки закрытия. В первую петельку ближе сюда я вставляю ниточку и делаю петлю. Далее у меня ниточка идет, смотрите, 1, вот сюда, 2, и вот 3-я петелька вот с такой вот дырочкой. Я ее поднимаю за обе стеночки и перекрученный, то есть вот ввела и провязала. Три петельки. Теперь смотрите, я буду прибавлять в каждую 4-ю петлю. 1, 2, 3 и 4. Под обе стенки и за заднюю стенку. Снова 1, 2, 3 и 4. Под обе, потом за заднюю стенку. Снова 1, 2, 3, 4. И последний раз. 1, 2, 3, 4. И еще добираем петельки. 1, 2. Пересчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и вот последнюю 13. То есть у нас должно получиться до вот этого шовчика 26 петелек. Переворачиваем и набираем теперь здесь сначала 3 петельки обычным способом. И теперь начинаем считать 4-ю. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. Смотрите, сейчас я не прибавляю петельку, потому что я хочу посмотреть, сколько у меня уже набрано. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 петельки. И я смотрю, сколько у меня осталось здесь набрать. 1, 2, 3. То есть, значит, прибавку я еще раз сделаю. За обе стеночки мы уже провязали и за заднюю. Далее у нас 1, и перекрещенная. Ой, извините, вот эту перекрещиваем, самую первую после прибавки. 1. Вот сюда. Два. И 3. Теперь пересчитываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 56 петелек. Теперь смотрите, нам надо распределить с вами узор. У нас состоит он из 6 петелек, 5 изнаночных, 1 лицевая. Это получается у нас уместится 7 раппортов, плюс 1 для симметрии. То есть у нас получается остается 52 минус 43, 9 петелек. Сюда я их сделаю изнаночным. От маркера я их сделаю 5. Здесь будет до маркера их 4 изнаночных, потому что 1 изнаночная у нас должна оставаться центральной, возле которой и будут делаться убавления. Сейчас будет первый установочный ряд. Мы его потом учитывать не будем при подсчете. Вяжем 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая. Так довязываем до конца. После того, как мы вот довязали до конца, сделали 5 изнаночных лицевую, у нас должно до маркера остаться 4 изнаночных. Провязываем их. 1, 2, 3 и 4. Теперь у нас, перекидываем маркер, теперь у нас пойдет первый ряд. В первом ряду мы сразу начинаем делать вытянутую лицевую. 1, 2, 3, 4, 5. И вот она будет у нас вытянутая лицевая под низ. 1, 2, 3, 4, 5. И на петельку ниже. Так довязываем до конца. Во втором ряду, когда мы доходим до лицевой, мы просто ее провязываем лицевой. То есть, как мы в поворотных рядах провязывали изнаночной петелькой, здесь просто идет лицевая. В третьем ряду мы также ее провязываем на петельку ниже. Итак, мы вяжем 8 рядов, в 9 ряду у нас будет первое убавление. Мы провязали 8 рядов, 9 ряд. У нас будут убавки. Смотрите, после маркера первая петелька – это центральная петля. Я ее провязываю. Следующие 2 я вот так переворачиваю и провязываю изнаночной петелькой. И так вяжем до конца ряда, оставив 2 последние петельки перед маркером.
До маркера у нас осталось 2 петельки изнаночных. Мы их также переворачиваем за переднюю стеночку и провязываем изнаночной. И так мы будем убавлять в каждом 8 ряду. То есть 8 рядов провязываем, убавка. Получается, следующая убавка, если это 9 ряд, у нас будет в 17 ряду. Каждый раз мы будем убавлять по 2 петельки. Даже когда мы дойдем вот до этих лицевых, я хочу вам показать, мы также их провяжем изнаночными. То есть вот у нас будет убавляться, убавляться, убавляться. Всего мы вязать будем 68 рядов. В каждом 8 будет убавка. То есть последняя убавочка, получается, будет в 65 ряду. Итак, мы довязываем до конца, затем переходим на спицы 4,5, вяжем резиночку и закрываем петельки обычным способом. Резиночка будет состоять из 9 рядов и 10 ряд закрытия. И продолжаем вязать. Итак, мы провязали 68 рядов. У нас на спицах 36 петелек. И теперь мы вяжем резиночку 1 на 1. Я начну с изнаночной, лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Итак, довязываем по кругу. Теперь вешаем маркер и вяжем еще 8 рядов. То есть в общей сумме у нас получится 9 рядов резинки. В 10 ряду мы будем закрывать петельки. Закрывать можно как иголочкой, эластичным способом, обычным способом, кому как будет удобней. Итак, мы провязали 9 рядов. Закрывать я буду в этом случае самым обычным способом. То есть изнаночную провязываю, лицевую и петельку одеваю. Дальше у меня идет изнаночная, я ее провязываю изнаночной, петельку одеваю. И вот таким вот образом я довязываю до конца. Не сильно затягивая, потому что этот способ не особо эластичный. Но для данного вида он подходит, так как манжета получилась довольно-таки широкой. То есть не будет сжать запястье. И вот таким вот способом мы закрываем. Обрезаем ниточку и заправляем. Все. И прячем потом ниточку в манжет. Мы довязали рукава. Теперь мы будем набирать планочку вот так вот цельную. Смотрите, на спице 4,5 я поддеваю последнюю петельку, вот что мы убавляли, и вот эту вот крайнюю. Мы их провяжем вместе. Здесь то же самое. Я подцепляю последнюю петельку, вот эту, которую убавляли в плечевом шве, и крайнюю петельку. Ну или можно вот так вот. Теперь у нас 27 петелек. И начиная с лицевой стороны мы будем набирать петельки. Вытягиваем спицу, ниточку и начинаем. В резинке я делаю в каждую 4-ю петельку прибавку 1. Начинаю сразу с прибавки 1.
2, 3 и 4. И еще одна прибавочка. 1, 2, 3, 4, 8 петелек. Теперь мы начинаем прибавлять в каждую третью петельку. 3 провязали, в третью прибавкой снова 1, 2, сначала за 2 стенки, потом за заднюю стеночку. 1, 2, снова прибавка. Мы должны сделать так прибавочки, вот как вот у нас начинается первая убавочка. Вот мы ее находим, вот она. И до сюда мы делаем прибавку в каждую третью петельку. Затем после нее мы будем делать каждую вторую. У меня получилось 8 петелек на резинке набранных и 36 вот до первой убавочки. Теперь мы начинаем прибавлять в каждую вторую петельку. 1, во вторую прибавку. 1, во вторую прибавку. Так мы добираем вот до этого момента, где мы петельки поднимали дополнительные. У меня получилось 30 петелек, то есть 8 резинка, потом до убавок 36 петелек и тут 30. Теперь мы берем ниточку и начинаем провязывать. Вот они у меня. Я их вяжу лицевой за переднюю стенку и по рисунку, будь то у меня резинка лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая. Изнаночная, и у меня должно заканчиваться лицевой. Я ее провяжу за переднюю стенку, лицевая. Здесь потом ниточки мы подтянем чуть-чуть, но у нас дырочка еще меньше станет. Затягиваем петельку последнюю как следует. И начинаем. У меня здесь вот перед этой вот первой лицевой была прибавка в последнюю. Значит, я также начинаю с прибавки, то есть в зеркальном отражении. То есть у меня теперь первая прибавка, вторую провязываю. Первая прибавка. Во вторую провязываем. И так добираем до конца, вот где у нас заканчивались убавки по пройме. У нас должно также получиться 30 петелек. После того, как мы набрали 30 петелек, у нас идет прибавка в каждую третью петлю. У меня также получилось, что перед проймой у меня была, то есть прибавка. То есть также у меня теперь будет первая петелька прибавка, вторую, третью я вяжу. Снова прибавка. Во вторую, третью я просто вяжу. У нас должно получиться 36 петелек. Смотрите, если у вас чуть-чуть больше или меньше петелек получается, то вполне допустимо где-то не сделать прибавку,
либо где-то ее пропустить, либо наоборот добавить. Теперь мне осталось добрать 8 петелек на резинке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в последнюю я прибавляю 2 раза. 7, 8. Так, теперь смотрите, нам надо посчитать вот от этой последней лицевой, чтобы вязать резинку в обратном порядке. Это вот будет лицевая, вот у меня лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так смотрите до конца, чем закончится. Смотрите, вот у меня лицевая, третья, и предпоследняя это у меня изнаночная. Значит, с этой стороны она у меня будет лицевой. То есть петельку я снимаю и провязываю лицевой, изнаночная, и вяжем резинку 1 на 1. Она у нас должна совпасть с резинкой, которую мы уже набирали на горошке. То есть мы вяжем по кругу вот до этого момента. Потом будем разворачивать вязание и вязать в обратном направлении. Я дошла до спинки. Вот у меня убавка, которую мы провязали 2 вместе. У меня это изнаночная петелька. Затягиваем и вяжем до конца горошка. Она у нас тоже также должна закончиться лицевой петелькой. Ой, точнее лицевой вот с этой стороны, а изнаночной с обратной. Вот мы провязали изнаночную и начинаем далее прибавки вывязывать. После изнаночной у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы вяжем до конца. Теперь смотрите, нам нужно развесить маркеры для поворотных рядов. Я вяжу 8 петелек резиночки. Получается 1, 2, 3, 4. Далее отсчитываю 18 петелек вот до убавок. И там повесим маркер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Повесили маркер после 36 петелек. Далее вяжем 30 петелек. 1, 2, 3. Провязали 15 петелек. Повесили маркер. Теперь 20, получается, у нас 5 петелек осталось, так как, помните, мы набрали с каждой стороны по 2, но мы их провязали вместе. То есть у нас должно быть на спинке 25 петелек. А теперь смотрите, вот мы провязали спинку. После спинки мы будем каждую третью петельку разворачивать. Вяжем изнаночную. 1, 2, 3. 3 петельки связали после спинки. Разворачиваем, перекидываем лицевую, оборачиваем ее вот таким способом. Хоп, и вяжем в обратном направлении.
перекидываем маркер, довязываем до конца спинки. Довязали до конца спинки, перекинули маркер и также считаем 1, 2, 3. Переворачиваем вязание, снимаем изнаночную, заводим нитку, затягиваем как следует и вяжем в обратном направлении до тех первых 3 петелек, которые мы переворачивали. Вот мы связали спинку, вяжем изнаночная, лицевая, и вот эту петельку, смотрите, вот она, за 2 вот этих стенки мы провязываем изнаночной. Провязали. Теперь снова 1, 2, 3, перевернули, сняли петельку, при изнаночной она заводится назад и вяжем в обратном направлении. То есть вот она у нас обернутая первая петелька, и у нас ничего не заметно. Провязываем спинку и будем разворачивать, провязывать перевернутую петлю и разворачивать еще. Провязали спинку, 1, 2, и вот наша петелька. Мы ее провязываем за переднюю стенку лицевой. Все. И снова вяжем 3 петельки, и третью будем разворачивать. Лицевой снимаем, заводим ниточку вперед и вяжем в обратном направлении. 1, 2, 3. И пошла спинка опять. Вот мы дошли по лицу до перевернутой петельки и провязываем ее лицевой за переднюю стеночку. 1, 2, 3. Переворачиваем вязание. То есть мы уже делаем третью поворотную петлю, это уже здесь 6 рядов. Лицевую снимаем, заводим ниточку вперед и вяжем в обратном направлении. То есть принцип, я думаю, вам понятен, как закидывать ниточки. Это все будет делаться аналогично до вот этого вот маркера. То есть мы разворачиваться будем, получается, 10 раз. У нас 30 петелек. Сейчас я еще раз, последний вам раз покажу перевернутую здесь петлю. То есть у нас изнаночная. Вот сзади вот эти 2 петель, как ниточки, вот мы за них, за заднюю стенку провязываем изнаночной. И снова отсчитываем 1, 2, 3. Переворачиваем. Петельку снимаем, которую, ниточку назад. И так каждый раз. Здесь, я думаю, ориентиром вам будет вот эта ниточка служить. То есть, когда здесь останется уже 3 петельки, то есть мы здесь будем, значит, оборачивать последний раз. Опять доходим до сюда. Я думаю, еще раз на этом, конечно, остановлюсь. А пока вяжем обратные ряды. Смотрите,
По изнанке я сейчас буду делать последний разворот, получается. То есть вот я провязала третью петельку, у меня осталось последние 3 петли, значит по лицу там я буду делать последний разворот. Сейчас мы поворачиваем и разворачиваем эту петельку. Получается изнаночная. И вяжем в обратном направлении. Уже вот мы вяжем по лицу. Довязываем, получается, до последней перевернутой петельки. Дальше я вам покажу. Вот мы дошли по лицу до петельки перевернутой. Это 27 петля. Я ее провязываю изнаночно за заднюю стенку и вяжу 28, 29 и 30. Все, это 30-я петелька. Мы ее разворачиваем и вяжем в обратном направлении. По лицу это последняя перевернутая петля. Сейчас мы доходим по изнанке, получается, вот до этой петельки. Вот мы провязали поворотную петлю лицевой и вяжем следующие 3 петельки. 1, 2, 3. Все. Переворачиваем вязание. Оборачиваем петельку и вяжем в обратном направлении. Дойдя до поворотной петли, мы ее провязываем, по-моему, она у нас лицевая, и уже будем вязать до конца полочки. Вот мы дошли до 30 петли после спинки, и после этого мы продолжаем просто вязать, но перед этим повесим маркер. Он нам нужен затем, чтобы потом будем делать отверстие под пуговички. И у нас будут отверстия, мы будем считать отсюда до маркера. Вяжем до конца планки. Это у нас получается второй ряд, потому что вот мы связали самый первый после набранных петелек. Затем, когда мы развернулись, мы вывязывали вот эти поворотные ряды, получается, и это мы, получается, заканчиваем второй ряд. Пуговички мы делать, точнее отверстия под пуговички мы будем делать в 6-м ряду. И не забываем, когда мы будем вязать 3-й ряд в обратном направлении по изнанке, у нас останется вот эта вот 30-я петелька до маркера. Не забудьте ее также провязать. У нас сейчас будут отверстия под пуговички. Смотрите, я считаю, с чего мне начать здесь. Вот последняя у меня должна быть вот провязанные 2 вместе, и тут вот будет накид. Пуговицы я буду пришивать каждый 10-й ряд. То есть это получается 1, 2, 3, 4, 5. Здесь будет убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь убавка. То есть это первая петелька. Смотрите. 1, 2, 3, 4, 5. По идее должна здесь быть убавка, но у меня уже здесь идут поворотные ряды. Поэтому первую петельку я провяжу, смотрите, за заднюю стенку, накид, но теперь я отсчитываю только 4 петельки, точнее 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И следующая убавочка.
Теперь считаю также 10. 1, накид, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И снова убавочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И последние убавочки у нас будут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот она, моя последняя убавка, как я и планировала. И накид. Довязываем 3 петельки. 2, 3. Переворачиваем вязание. И теперь у нас накиды будут просто провязываться по рисунку, чтобы образовывалась дырочка. То есть здесь должна быть лицевая, и я провязываю лицевой. Итак, вяжем мы всего 11 рядов. Это 7-й ряд получается. И в 12 ряду мы будем закрывать петельки. Закрывать петельки — это получается у нас ряд, который будет идти вот отсюда на лицо. Итак, мы довязали необходимое количество рядов. У меня 11 рядов здесь. 12 ряд я буду производить закрытие. Я буду закрывать иглой. Сразу предупреждаю, это долго, муторно, потому что петелек очень много. Но, как говорится, все невозможно и возможно. Вот. И поэтому сейчас я отмеряю. Вот я сложу вот так вот пополам. Сколько ниточек? Я отмеряю 8 размеров. Нитки надо много, потому что лучше, потому что у нас еще плюс потянется она. И в разложенном виде я бы отмеряла 4 раза туда-сюда, а сейчас я отложу 8 длин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. И еще чуть-чуть запасик на всякий случай. Все. Теперь заправляем это все в иголочку с тупым концом и начинаем сшивать. Итак, вот у меня петелька. Ее я закрепляю, ввожу иголку снизу вверх, подтягиваю. Дальше у меня идет изнаночная. Эту петельку я сниму. Ее я ввожу также снизу вверх, вот так вот. То есть здесь она выходит у меня наверх. Аккуратненько, чтобы ниточка не запутывалась, вытягиваем. К концу, конечно, это будет полегче, когда нитки станет намного меньше. Но сначала, да, оно так. Также снимаем, придерживаем это пальчиком. Теперь ввожу иголку сверху вниз, а здесь снизу наверх. Аккуратно придерживайте изнаночную снятую, чтобы она у нас не убежала. Также снимаем. Вот она, моя изнаночная. Вот она. Из нее вот ниточка идет. Ввожу сверху вниз.
А здесь в следующую изнаночную, вот она здесь лицевая, наоборот, вверх, снизу вверх. То есть изнаночную мы соединяем с изнаночной, лицевую мы соединяем с лицевой. Спускаем, придерживаем. Далее, вот она наша лицевая. Ввожу сверху вниз, а здесь следующую лицевую снизу наверх. И держим, зажимаем пальчиками изнаночную петельку, чтобы она у нас не убежала. И опять подтягиваем ниточку. Вот она, лицевая, вот из нее идет ниточка. Мы в нее входим сверху вниз и здесь снизу наверх в лицевую. И таким вот образом, не забывайте придерживать снятые петли, чтобы они не потерялись. Вот она лицевая, и вот из нее идет ниточка. Вот мы ее подсыпаем сверху вниз, здесь снизу наверх. И таким образом мы проходим всю резинку. Если вам такой способ очень тяжело дается, то лучше не рискуйте и закройте обычным способом, какой вам удобен. Можете даже закрыть способом, каким мы закрывали рукава, но надо закрывать очень достаточно слабо, так как вид не эластичен. Либо закрыть любимым моим видом. Во многих джемперах я давала, как делать закрытие с накидом. Очень эластичный способ, и он, в принципе, сюда тоже подходит. Итак, дошиваем до конца. Ну, кто-то дошивает, кто-то закрывает. И в итоге у нас должен получиться вот такой вот замечательный кардиганчик. Всем до новых встреч. Пока-пока.